Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим куриный суп со сметанной заправкой. Он ароматный, а сметанная заправка придает этому первому блюду приятный сливочный вкус. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем 2 куриных окорочка и кладем их в 4-литровую кастрюлю. Предварительно с окорочков нужно снять шкуру и помыть. Сразу же кладем 5-6 горошин черного перца и 1 лавровый лист. Наливаем примерно 2,5-3 литра воды. Все ставим на огонь и варим окорочка после закипания примерно 30 минут. Пока варится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 400 грамм картошки нарезаем кубиками. Берем 1 сладкий перец и вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем вдоль на полоски, а затем полоски режем брусочками. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. Пучок петрушки измельчаем ножом. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Когда лук подзолотится, добавляем к нему тертую морковь. Пассируем еще примерно 1-2 минуты и добавляем нарезанный перец. Готовим еще 1-2 минуты, постоянно перемешивая, и снимаем с огня. Прошло полчаса, окорочка уже сварились. Вынимаем их из кастрюли и оставляем остывать. Из бульона вынимаем лавровый лист, перец и убираем образовавшуюся пену. В бульон кладем подготовленный картофель. Варим его 5 минут на маленьком огне. Спустя 5 минут добавляем 60 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Куриное мясо за это время немного остыло, снимаем его с костей. Куски мяса разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем обратно в кастрюлю. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все перемешиваем. Пока суп закипает, готовим сметанную заправку. Берем 100 грамм сметаны, я использую 20%. Добавляем в нее 1 желток и насыпаем 10 грамм муки. Все перемешиваем до однородности. Муку нужно добавлять обязательно, без нее сметана расслоится в супе. Сюда же в заправку наливаем 1 половник бульона из кастрюли. Все быстро перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в суп и перемешиваем. Еще больше разных рецептов супов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Когда суп после добавления заправки закипит, насыпаем в него подготовленную петрушку или укроп. Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Когда суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Куриный суп со сметанной заправкой получился очень вкусный, ароматный и сытный. Овощи и зелень придают супу яркие краски, а вермишель, картофель и мясо делают его наваристым. Сметанная заправка придает этому блюду нежный сливочный вкус и цвет. Обязательно его приготовьте. Если вам понравился рецепт такого супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.